Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Сегодня вспомним самые интересные факты из советской истории. Итак, почему в СССР ступеньки в подъездах красили лишь по краям? А пока идет отсчет времени, поставьте лайк видео. Краска по краям лестниц позволяет сократить время уборки в подъезде, так как ссор больше скапливается именно в уголках ступенек. Сметать мусор с покрашенных глянцевых участков намного удобнее и проще, чем с каменных шероховатых ступенек. Но некоторые люди верили, что серые ступеньки в подъездах выглядели слишком уныло и красили полоски для красоты. Еще один вариант, когда маляры красили стены в парадных, краска стекала на ступеньки и так закрашивали потеки. Но этот вариант не подходит для второго края ступеньки. И совсем фантастическим выглядит вариант, когда в дом с рабочим визитом прибывал государственный чиновник, то лестницы красили под вид красной дорожки. Почему в СССР строили именно 9-этажные дома, а не 10-этажки? В период массового строительства вышло постановление о том, что новые дома должны быть максимально экономичными. То есть новые дома должны быть с большим количеством этажей, но затраты на их строительство должны быть снижены до минимально возможных. По ГОСТу в 9-этажных домах должен устанавливаться один лифт, а в домах от 10 этажей и выше уже 2 лифта, грузовой и пассажирский. Тут экономия на грузовом лифте. Дома, высота которых более 28 метров, в обязательном порядке должны быть оборудованы незадымляемой лестницей. 9-этажные дома строились по высоте около 27 метров. Тут экономия на запасных лестницах. При проведении расчетов выходило, что цена 1 квадратного метра в 9-этажном доме была ниже, чем, к примеру, в 10-этажном. Какой первый советский город начали бомбить немецко-фашистские войска 22 июня 1941 года? Великая Отечественная война началась на 47 минут раньше от официального времени, которое было назначено на 4 часа утра, и не в Бресте или на реке Прут, а в Севастополе. Первые бомбы на Севастополь были сброшены на город в 3 часа 12 минут утра, а в 3 часа 15 минут командующий Черноморского флота вице-адмирал Филипп Октябрьский позвонил в столицу и доложил адмиралу Кузнецову, что на Севастополь совершен авиационный налет и зенитная артиллерия дает ответный огонь. 22 июня в 3 часа 48 минут в Севастополе уже были первые жертвы Великой Отечественной войны. За 12 минут до официального объявления о начале военных действий, немецкие бомбы оборвали жизни мирных жителей. В Севастополе в память о них построен памятник первым жертвам войны. В каком советском городе передвигали высотные жилые дома с людьми? Это кажется невероятным, но с 1930-х годов в Москве иногда перемещали дома, которые весили много тысяч тонн с места на место, чтобы расчистить пространство для строительства новых зданий. Передвигали вместе с подвалами, не отключая воду и свет. А главное, пока жильцы мирно спали в квартирах. Например, при строительстве Большого каменного моста мешал дом по улице Серафимовича. Здание весило более 7 тонн, и его нужно было поднять почти на 2 метра. Передвижка происходила без отселения жильцов. Для этого понадобилось уложить 36 рельсовых путей, смонтировать лебедки и домкраты. Ночью 20-тонная лебедка плавно сняла дом и покатила его на новое место. Дом передвигался так плавно, что многие жильцы узнали об этом лишь утром. Сколько побочной продукции, танков, мог выпускать Харьковский паровозостроительный завод в мирное время в 1930-х годах? В 1933 году германский полковник Гудериан посетил советский паровозостроительный завод в Харькове. Гудериан узнал, что кроме паровозов завод выпускал побочную продукцию – танки. Количество выпускаемых танков – 22 в сутки. Для того, чтобы оценить побочную продукцию одного советского завода в мирное время, надо вспомнить, что в 1933 году Германия вообще танков не выпускала. В 1939 году Гитлер начал Вторую мировую войну, имея 3195 танков, то есть меньше, чем Харьковский паровозостроительный завод мог выпустить за полгода, работая в режиме мирного времени. На 1 июня 1941 года в Красной армии числилось более 25 тысяч танков разных типов. О действиях какой страны сообщил в Москву Рихард Зорге, что в 1941 году решила судьбу СССР?
1 июня 1941 года советский разведчик Рамзай, он же немецкий коммунист Рихард Зорге, работавший корреспондентом берлинских газет в Японии, направил в Москву сообщение о предстоящем нападении Германии на СССР, к которому в Кремле не прислушались. Но Кремль прислушался к сообщению, переданному Рихардом Зорге осенью 1941 года, из Токио в Москву о том, что Япония не собирается в ближайшее время нападать на СССР, а намерена сосредоточиться на военных действиях против США. Ставка Верховного Главнокомандования доверилась этой информации, сняла с восточных границ десятки дивизий, тысячи танков, самолетов и перебросила их на Западный фронт, под Москву, тем самым и решив исход войны, отбросив немецко-фашистские войска на 200 километров от столицы СССР. Сколько длилась блокада Ленинграда в Великую Отечественную войну, в 1941-1945 годах? Блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. К началу блокады в городе находилось недостаточное для длительной осады количество продуктов и топлива. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугубленный особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привел к сотням тысяч смертей среди его жителей. И хотя советские войска прорвали блокадное кольцо 18 января 1943 года, днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады считается именно 27 января 1944 года, когда в городе был дан торжественный салют во знаменование окончания блокады. Какое было время работы библиотеки в будние дни в комедии «Операция» и другие приключения Шурика? Во второй части комедии, Шурик, готовясь к экзамену, выходит из библиотеки с книгой и закрывает двери, на которой как раз указаны часы работы библиотеки. Видно, что библиотека выдает книги в понедельник, среду и пятницу с 3 до 18 часов. Но самое интересное о библиотеке в последней части комедии. Непонятно, почему директор склада обозвал труса идиотом, если тот точно назвал время работы библиотеки. Как на самом деле погиб 18 февраля 1945 года в лагере Маутхаузен генерал Красной армии Дмитрий Карбышев? Как погиб генерал Карбышев, стало известно в начале 1946 года из рассказов майора канадской армии Седана де Сент-Клера и заключенного Заксенхаузена подполковника Сорокина. По их словам, группу заключенных, среди которых был и Карбышев, привезли в Маутхаузен из Заксенхаузена и тут же отправили под ледяной душ. Когда заключенных в очередной раз выгнали после ледяного душа на плац и начали обливать из шлангов, Карбышев попытался увернуться от струи и был убит ударом дубинки по голове. Когда о гибели Карбышева стало известно на родине, его имя очень быстро стало символом стойкости советских военнопленных и превратилось в легенду, что генерала одного вывели ночью на лагерный плац и обливали водой до тех пор, пока он не стал ледяной статуей. Сколько человек погибло в давке во время похорон Иосифа Сталина 9 марта 1953 года? «9 марта 1953 года в центре советской столицы собралась миллионная толпа. Люди пришли попрощаться с вождем. Сталин правил так долго, что страна скорее почувствовала себя осиротевшей, и каждый хотел с ним попрощаться. В те дни в Москву ехали даже из отдаленных регионов. Столица буквально тонула от наплыва людей, превращаясь в плохо управляемую толпу. Обезумевшие люди, теряя по пути обувь и одежду, толкали и давили друг друга, лезли по головам. Тысячи людей искали выход из толпы, потоки людей пересекались, меняли направление, но паника заставляла упорно двигаться в давке вперед. Раздавленные тела забрасывали на грузовик и увозили. Тогда тела просто сваливали в общую могилу, и никто не вел им счет. Но по подсчетам историков количество раздавленных тел было около 3000. Что стало реальной причиной смерти в 1944 году раненого в ногу командующего Первым Украинским фронтом Николая Федоровича Ватутина? В феврале 1944 года Николай Ватутин, командовавший в то время Первым Украинским фронтом,
ехал на своем Виллисе по тылам подчиненной ему 60-й армии, где и был атакован бандеровцами близ деревни Милятин Хмельницкой области. В результате боя он получил ранение в бедро. Тяжело раненый Ватутин был эвакуирован в госпиталь Киева. Его лечением занимались самые лучшие военные медики, включая главного хирурга Красной армии Николая Бурденко. В результате сквозного ранения бедра у Ватутина была раздроблена кость. Врачи не могли справиться с газовой гангреной, развившейся у раненого, несмотря на проведенную операцию. Ситуацию, возможно, спасла бы ампутация ноги, но генерал запретил ее делать. В результате 15 апреля того же года генерал армии умер от сепсиса, заражения крови. По какой причине в августе 1990 года погиб в автомобильной аварии советский рок-музыкант Виктор Цой? Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут. Его смерть наступила на 29-м году жизни. Согласно официальной версии гибели, Виктор заснул за рулем личного темно-синего москвича 2141, двигавшийся со скоростью не менее 130 км в час. И на полном ходу на повороте врезался в Икарус, водитель которого практически не пострадал. Смерть Цоя наступила мгновенно. Москвич был отброшен к мосту через реку Течупе, пролетев в воздухе около 20 метров. Виктор скончался на месте. Сотрудники ГАИ так и не нашли тормозного следа москвича на крутом повороте. Цой был абсолютно трезв накануне гибели, а анализ клеток мозга свидетельствует о том, что он уснул за рулем, вероятно от переутомления после череды проведенных концертов. Почему Болгария, мечтавшая войти в состав СССР, в него так и не вошла? Причин, помешавших Болгарии стать полноправным членом Советского Союза, несколько. Во-первых, такой шаг существенно усугубил бы отношения СССР с членами НАТО. В первую очередь это Греция и Турция, которые являлись членами НАТО. Запад интерпретировал бы присоединение Болгарии как агрессию со стороны Советов, что повлекло бы военный конфликт. Немаловажным было также отсутствие общей границы СССР с Болгарией. Кроме того, ситуация с Болгарией была способна обострить и без того сложную внутриполитическую обстановку в СССР. Особенно важным этот фактор был после Второй мировой войны, когда территориальными приобретениями Советского Союза стали проблемные для СССР Прибалтика и Западная Украина. Почему в раннем СССР зеркала вешали высоко у потолка и под углом? Эта традиция пришла в СССР еще из времен царской России. Дело в том, что в то время производство зеркал было очень сложной и дорогой технологией. Стоимость одного небольшого зеркала была очень высокой. Далеко не каждый обычный человек мог позволить себе запросто купить зеркало. В большинстве случаев, простой народ довольствовался осколками от зеркал, так как на новое зеркало пришлось бы потратить не одну зарплату. Большие зеркала были довольно ценными, а под потолком они были в относительной безопасности. Зеркало, которое располагалось максимально высоко, было очень трудно разбить. Чтобы было в него удобно смотреть, зеркало вешали под наклоном. Любой желающий мог полюбоваться своим отражением, просто подняв глаза вверх. Каким образом юная партизанка Зина Портнова в 1943 году уничтожила более 100 фашистов? В 1942 году 16-летняя Зина Портнова стала членом Обольской подпольной организации «Юные мстители». Участвовала в распространении листовок среди населения и диверсиях против захватчиков. Работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по указанию подполья отравила суп. В тот день девушке удалось отправить на тот свет более 100 немецких офицеров. Среди них были и летчики, у которых было задание вылететь именно в этот день для бомбежки Москвы и Ленинграда. Через полгода по доносу предателя ее арестовали. На одном из допросов Зина выхватила у следователя пистолет и застрелила его и еще 2 охранников. Пыталась убежать, но у измученной пытками девочки не хватило сил. Фашисты ее схватили и вскоре казнили. Как на самом деле погиб комдив Красной армии Василий Иванович Чапаев? Самая известная версия гибели Чапаева является хрестоматийной благодаря книге Дмитрия Фурманова «Чапаев» и одноименному фильму братьев Васильевых, когда Чапаев утонул, переплывая Урал. Также есть версия, что Чапаева расстреляли после того, как взяли в плен. Однако есть свидетельства его гибели.
В схватке с белоказаками Василия Ивановича серьезно ранили в живот. Раненого Чапаева перевезли через реку два венгра-красноармейца на импровизированном плоту, но во время переправы Василий Иванович скончался от потери крови. Комдива похоронили в приречном песке, а признаки могилы уничтожили, чтобы ее не осквернили белоказаки. Поскольку река Урал часто меняет течение, то могила Чапаева потом оказалась на дне реки. Какая на самом деле была причина убийства командира Красной армии Григория Котовского? Котовский был застрелен в поселке Чебанка неподалеку от Одессы 6 августа 1925 года. Свидетелей убийства не было, а единственный подозреваемый не имел явного мотива убивать своего благодетеля и получил на удивление мягкое наказание. Григорий Иванович к моменту смерти был весьма крупной военной фигурой и стремительно превращался в политическую фигуру, близко сойдясь с Михаилом Фрунзе, наркомом по военным делам, который покровительствовал идее создания Молдавской АССР. Котовский также был активным сторонником создания молдавской автономии. Трудноуправляемый Котовский для такой тонкой политики не очень подходил. Вдобавок он не разбирался в марксизме, ленинизме и коммунистом по большому счету не был, что прекрасно понимали все большевики. По какой причине у русской железной дороги ширина колеи отличается от европейской? Ширина железнодорожных колей в различных странах мира существенно отличается. Еще с середины 19 века стандартом на железных дорогах Российской империи, Финляндии и впоследствии Монголии была выбрана ширина колеи 1524 мм, а не распространенная в Западной Европе колея шириной 1435 мм. Это стратегическое соображение императора Николая I в первую очередь было связано с обороноспособностью страны. Во время войны неудобство железной дороги превращается в достоинство, так как противник вынужден тратить время на замену колесных пар у своих поездов или осуществлять перегрузку на другие составы. Это очень сильно помогло Российской империи в Первую мировую войну и СССР уже во Вторую мировую войну. Какая компьютерная игра была первой, которую разработали в Советском Союзе и стала коммерческой? А пока идет отсчет времени, поставьте лайк видео. Игра Tetris популярна по сей день, но мало кто знает, что изобрели ее в Советском Союзе. Идея принадлежит советскому программисту, сотруднику вычислительного центра при Академии наук СССР Алексею Пажетнову, который реализовал ее в 1984 году. За основу он взял головоломку пентамина, в которой нужно собрать прямоугольник из разных пятиклеточных фигур. В Тетрисе количество фигур уменьшили до 4 клеток, чтобы советским компьютерам хватило мощности. Игра быстро распространилась по всему миру, но уже без участия Пажетнова. Фактически у него украли права на выпуск, а затем стали перепродавать их различным компаниям. Свой первый гонорар за создание Тетриса программист получил лишь в 1996 году. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа. Отгадайте, что это за устройство в данном коротком ролике, и для чего оно предназначено. Напишите в комментариях ваш вариант ответа, что это за устройство и для чего оно предназначено. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал, и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.